Привет! Добро пожаловать на канал Лесной Строитель. Меня зовут Алексей. Да, весна уже вступила в свои законные права. Солнце с каждым днем становится все теплее и теплее. Даже в минусовую погоду снег уже все равно у нас тает, когда появляется солнце. И вот на крыше землянки уже прям видно, как снег подтаял. Как вы видите, снег тает ровно так же, как и запасы сахара в наших магазинах. Ладно, какие планы на сегодня? В первую очередь я хочу сегодня почистить трубу от копоти и сажи. Дело в том, что печкой я уже пользуюсь с сентября месяца, ну, может быть, с октября, не столь важно. И за это время у меня она успела уже забиться. Я как-то обратил внимание, наверное, ну, пару серий назад, да, что тяга ухудшилась. И я так думаю, что если все хорошенько прочистить, трубу, саму печь, зольник, то и тяга улучшится. Ну, а потом потихоньку сделаю дымоход во второй комнате, во втором помещении в своем. Затоплю печку пошехонка походную и попробую искупаться в сауне. Ну, или в бане. Ну, а вы садитесь поудобнее, наливайте себе чай, кофе, другие напитки. И приятного просмотра! Да, чего только здесь нет. И гвозди, и фольга. Как-то раз я даже сюда пластмассовую бутылку бросал. Ну, она не догорела до конца. И вообще делать этого не следует. Думаю, да. Одна баклажка была, ну и чаще всего я куски фольги какие-то от еды бросал туда. Они, естественно, не прогорели. Поэтому вот я сейчас их собираю. Фольга и гвозди в основном. Целый пакет. Обалдеть. И это еще не все.
О, снежок пошел. Когда я выезжал из дома сегодня утром, светило солнышко ярко. А сейчас он снег что-то повалил. Такой мокрый, неприятный. Но, видимо, сегодня природа не очень рада мне. Такая охота зайти в землянку, затопить печку, сидеть и смотреть в окошко. Но пока я не могу затопить печку, потому что я еще хочу сделать подоконник внутри. А все для чего? Для того, чтобы поставить на него кактус. Да. Ну, знаете, есть разные мнения, то что землянка там не должна быть аккуратной, не должна быть там красивой. Блин, ну я так не считаю. Но это дело каждого. И это сугубо мое личное мнение. Возможно, оно неправильное. Да, что-то и дров у меня уже мало. Бензопила есть, бензин тоже есть. Сейчас, пожалуй, напилю дровишек. Да и наколю заодно. Забью битком дровник. И уже потом займусь второй комнатой и дымоходом. Все-таки сауна, баня ждет меня. И хочется искупаться сегодня. Когда я прихожу в землянку, она встречает всегда меня, ну, конечно же, теплом, но не таким, чтобы было тепло и комфортно сидеть и проводить здесь время. И, конечно же, когда я затапливаю печку, это вот самый мой любимый момент. Первый дым из трубы начинает идти, первое тепло печь начинает отдавать, и землянка становится в этот момент самым лучшим местом на земле, ну, по крайней мере, для меня.
Ух, я подверз уже немножко. Тяга прям отличная, аж гул идет. Такой гудит аж. Но все равно печка немножко дымит, когда я ее затапливаю. Ну, от этого, к сожалению, никуда не деться. Пока она холодная, там, первые 10-15 минут, так всегда. Дымок повалил красивый. Да, очень приятная такая неожиданность для меня. Бревна были здесь, пеньки напиленные. Я просто забыл. Когда я в прошлый раз уходил, перед тем, как спрятать пилу, я напилил, весь бензин израсходовал, истратил его и напилил чурбаки вот эти вот. Ну, сколько получилось, столько получилось. И прям сегодня прекрасно пришел, наколол их. Дрова есть, на сегодня точно хватит. Я думаю, и на печку кабанчик этих дров мне будет более чем... Слышали, да, звук вот этот вот? Дерево упало. Я вот пока говорил, что-то раз звук услышал, посмотрел туда вдаль, ну и метрах, наверное, в 200-300 какое-то дерево упало. И, судя по всему, такое немаленькое опять-таки. Да, как-то странно в лесу прям. В этом году деревьев много падает.
Да, пока почистил трубу, пока почистил печку, сделал подоконник, наколол дров, и печка вот только сейчас набирает свою температуру. Но очень хорошо, что я взял с собой свой новый термос Bobber Flask. Я им уже пользуюсь 3-й день, и, соответственно, я могу уже сделать какие-то определенные выводы об этом термосе. Давайте остановлюсь на некоторых его плюсах. Первое, это, конечно же, такая вот черная красивая упаковка, черный тубус. Я думаю, отлично подойдет в качестве подарка, почему бы нет. Второе, благодаря вот этим вот выемкам на термосе, их здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6 штук, очень легко держать этот термос, и он вообще очень удобно лежит в руке. Не выскальзывает, ну и наливать тоже, соответственно, проблем никаких не составит. Ну и самый главный для меня, по крайней мере, момент. Смотрите, вчера в термос в 22, 10 часов вечера с копейками я залил кипяток. Сейчас, сегодня время уже, 3 часа дня. Прошло, почти, сколько там, 17-16 часов, грубо говоря, почти сутки. И вода до сих пор прям огненная. Видимо, какая-то там особенность конструкции в нем есть. Но, как заявляет производитель, термос может сохранять тепло до 48 часов. Ну, а холод до 72 часов, то есть холодную воду летом. И еще один такой интересный момент. На сайте bobberbottle.com во время заказа термоса вы можете дозаказать нанесение гравировки. Всего лишь сутки, и ваша надпись, которую вы решили нанести на термос, будет нанесена. Это очень быстро, удобно и, я считаю, практично. Лично меня полностью устраивает по всем характеристикам данный термос Bobber Flask. Модель, кстати, у меня называется, объемом литр. Ну а если вы хотите присмотреть себе термос, либо термокружку, то, пожалуйста, заходите на сайт bobberbottle.com. Ссылку я оставлю в описании под видео и закреплю в комментарии. Ничего себе! Только что прям буквально солнышко выглядывало. Обалдеть! А сейчас прям чуть ли не, я не знаю, чуть ли не штормовой какой-то этот ветер. Верхушки на деревьях просто сумасшедшим образом качаются в разные стороны. Ой, а снег как повалил, кошмар! Такого изменения погоды я резкого давно не наблюдал. Я вот сидел сейчас, пил чай, серьезно, и буквально прям вот солнышко выглянуло. А тут бац, и какой-то снежный шторм начался. Но мне, конечно, тут подфартило. Сижу в землянке, внутри тепло. Чем буду теперь заняться? Я-то вообще планировал дымоход делать, а для этого нужно было выйти на улицу и копать. Ну, что-то в такой ветер, я не хочу туда выходить. И главное, как знал, запасся дровами. Никуда ходить не нужно. Дрова у меня есть теперь. Печка топится. Прекрасно.
Да, конечно, в землянке находиться одно удовольствие, когда такая непогода за окном, а у тебя есть все условия для времяпровождения приятного. Жареное сало, вкуснятина. Надо же, пока ел яичницу, снег прекратился. И вообще, чуть ли не штиль там. Ветер, конечно, есть, но не такой сильный, как был до этого. Вообще обалдеть. Такое бывает? Ну, конечно же, бывает. По всей видимости, не только люди в мире сходят с ума, но и погода тоже немножко бывает, глючит. Как вы помните, на месте будущего дымохода, когда я делал крышу, я оставлял вот такой вот пенек. Ну, для того, чтобы было удобнее потом понять, где нужно копать, чтобы знать, где вообще место под дымоход у меня находится. То есть изнутри-то понятно, его видно, да, снаружи, под снегом тем более, как увидишь его. Вот сейчас спокойно его убрал, и я знаю, где мне нужно раскапывать площадку, и вытаскивать буду трубу сейчас оттуда потом. Вот так вот. Уже солнышко выглянуло. Просто чумовая погода сегодня. Уже и снежный шторм был, ну такой 15-минутный, с ураганным ветром практически. И солнышко выглянуло. С утра просто было пасмурно. Вот такая вот у нас весна в области. Необычная. Тем не менее, солнце выглянуло, и прям душа радуется.
Ну все, теперь я трубу обезопасил негорючим материалом. И я так думаю, что бояться мне теперь не за что. Ничего не должно загореться. И будет полный порядок. Все, вот так вот, для надежности. Сквозняк такой оттуда идет. Свежий воздух. Что, настало время искупаться в бане. Если, конечно, температура она вообще наберет нормальную. Сейчас отмою волокуши, ототру их и наберу снега побольше, чтобы он растаял, и у меня появилась вода для того, чтобы искупаться. Вот это да! Смотрите, опять начинает снег вьюжить. Погода все-таки сегодня за меня и со мной. Я успел сделать дымоход. Сейчас наберу снега и пойду растапливать печку. Вообще просто супер! Прям такой драйв у меня сегодня, класс! Ну давай! Обалдеть! Просто супер! Пасмурно, солнце, потом чуть ли не ураган, и снег, метель, потом опять солнце, и буквально через минуту после солнца опять повалил снег. Да, просто прекрасный день. Теперь самое интересное, каким-то образом нужно будет совместить дымоход от кабанчика с моим дымоходом имеющимся. Ну, дымоход, вентиляция. Да. Не хватает прям вот буквально 5 сантиметров. Пару хоть печку поставить на чурбаки. Ну да, кстати, как вариант, можно что-то подложить под печку, приподнять ее прям буквально вот на 8 сантиметров. Сейчас попробую. Ну вот как-то так.
Ну, конечно, да, не самый надежный способ установки печки. Малейший, как бы, неправильное движение можно задеть и уронить. А тут еще и, смотрите, пол весь деревянный с щелями. Может, конечно, какой-нибудь уголек туда упасть. И это будет очень плохо. Поэтому перед самой крышкой печки я все-таки постелю фольгу. На случай, если вдруг угли будут выпадать из печки, когда я их буду подкидывать, дрова. Ну, а так в целом нормально. Да, конечно, я бы не советовал повторять и делать так, как сделал я. То есть труба меньшего диаметра заходит в трубу большего диаметра, и никакой герметичности вы не наблюдаете и не видите здесь, правильно? Так делать не надо. Ну, мало ли там ветер подует с той стороны, и тяга прекратится, соответственно, здесь все задымится. Но сегодня экспериментальная топка бани, сауны. Поэтому я здесь нахожусь, все находится под полным моим контролем, и ничего страшного, я думаю, не случится. Ну, все-таки не дает мне покоя этот дымоход. Закрыл я его негорючим материалом, загерметизировал стык двух труб. Что хочу сказать, здесь прям уже жарко. Да, первая топка хорошо идет, прям чувствуется уже жар набирает помещение. Класс. Столько трудов было вложено. Как вы помните, я начинал копать яму, когда было минус 17. В свой день рождения я ее копал, кстати, тоже. Отличный подарок сам себе устроил. Выкопал яму. И вот сейчас нахожусь в этой яме. Пожалуй, можно немножко отдохнуть. Время 6:30. Пока сейчас банька протопится, попью чай и начну готовить ужин, чтобы после того, как я искупался в бане, сразу вкусно поесть. А может быть и до бани, почему бы и нет.
Да, мне, конечно, не нравится, что здесь дерево прям рядом стоит с трубой. По-хорошему надо будет ее как-то завернуть вот сюда вот. Благо сейчас на рынке все можно купить. Любой поворот, то есть, да даже 90 градусов взять, вот, чтобы вот сюда дым выходил и какие-то искры, если вдруг будут, то не дай бог это дерево загорится. Хотя оно уже, блин, уже, честно говоря, не сегодня-завтра упадет. Жара какая. Тот момент, когда жарко и там, и тут. Причем в том помещении даже жарче, чем здесь. Если здесь сейчас плюс 31 уже, то там плюс 40. Сейчас чай попью, да, начну готовить. А готовить я сегодня буду гренки. Рецепт очень простой. Взбиваю яйца с молоком, добавляю немного соли, перца по вкусу, обмакиваю хлеб, батон, каждый кусочек с двух сторон и выкладываю на сковороду. Жарю, и после того, как они уже почти готовы, маленькие кусочки сыра сверху на них кладу, и сыр от горячей поверхности гренок расплавится. Во-первых, это визуально очень красиво будет выглядеть, ну, естественно, это будет вкусно. Да, отличные греночки. Ну, когда я их снял, прям пышные были, красивые. Сейчас уже не такие, но самое главное, вкусные. Вообще такое холостяцкое блюдо. Я раньше постоянно его готовил. Как бы если дома есть яйца и молоко, то можно сделать омлет, можно сварить яйца, можно их пожарить, можно вот такие гренки приготовить. Вообще, ну как бы вариантов много, не проголодаться и не умереть с голоду. Да, плюс 60 уже. Пока здесь нахожусь, уже пот льется. Вон,
Уже и руки все вспотели, офигеть. Нормально, нормально. Сейчас, я думаю, до 70-80 можно будет разогнать сауну. Ну, скорее всего, даже баню. Как вы видите, вода уже, снег растаял. И скоро превратится в воду. Класс. Великолепное завершение дня будет. Искупаться в баньке. Да, однако. Пот соленый, в глаза попадает, прям аж разъедать начинает. Все-таки липучки я эти принес. Велкро, по-моему, как-то так они называются. Сейчас ответную часть степлером установлю на доску. А вторую часть с помощью ниток пришью на ковер. Да, знаете, я боялся, что бордовую нитку будет очень хорошо видно на ковре. А вот наоборот, ее вообще не видно. Вот, кстати, черная нитка, наверное, бы выделялась. Это же вообще не видно прям. 78. Ну, в принципе, еще можно нагнать немножко. Фух. Да, отлично жарит печка. Пропотелся. Сейчас просушусь, попью чая перед сном и лягу спать. Это был канал Лесной Строитель. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. До новых встреч. Пока-пока.